Дорогие мои, доброй тихой ночи. Подойдите ближе к огню, расправьте плед, возьмите в ладони теплую чашку. Пусть дом настроит нас на один дыхательный рисунок. Прежде чем начнем, позвольте представиться тем, кто заглянул к нам впервые. Меня зовут Северин. Я хранитель этого вечернего огня и голос, который любит длинные, теплые истории без спешки и шума. По профессии — человек, который слушает тишину и переводит ее на человеческий язык. А по характеру — сторонник меры. Шаг, пауза, взгляд, дыхание. Здесь, у камина, мы не доказываем, мы проживаем. Не пугаем, бережем, не кричим, слышим. А теперь мягкая просьба к дому. Если нравится этот ритм и важно иметь место, куда можно возвращаться за теплом, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик. Это наш маленький фонарик у двери, чтобы не потеряться в суете между днем и ночью. Сегодняшний путь долгий, на час ровного света. Тема — неразгаданные письма зодиака. Не об астрологии газетных полос, а о большом северном алфавите неба, где древние народы оставили нам письма из звезд, а мы до сих пор читаем их по слогам. Слово «зодиак» пришло к нам из греческого «зодиакос киклос» — круг малых животных. Круг созвездий вдоль видимого пути Солнца, древняя небесная библиотека, где каждая книга подписана мифом, образом, маршрутом времени. 12 глав, от Овна до Рыб, названия латинские, но корни глубже. Вавилон, Греция, Рим, память о героях и зверях, которым однажды подарили место среди звезд. Сделаем вдох и выдох чуть длиннее. Шепотом скажем «Мы здесь» и начнем. И Дом огня и библиотека неба. Давайте договоримся. Сегодня мы читаем не предсказания, а письма. Каждое созвездие — письмо, в котором есть 3 строки. Древняя история, видимая форма и тихая подсказка для живущих при этом огне. Зодиак — это не только рисунки на куполе ночи. Это путь Солнца через зал небесных экспозиций. 12 экспонатов, проверенных тысячелетиями глаз. Когда греки говорили «катастерисмой», они имели в виду вознесение в звезды. Герой сделал свое и стал частью карты, чтобы на него могли равняться моряки, земледельцы, дети, которым рассказывают сказки перед сном. Второй Ариес, письмо о начале Овен, не просто баран на небосводе, а память о золотом руне и полете спасительного барана, из чьей шерсти соткали легенду. На западе неба его зовут Ариес, а ярчайшая звезда — Хамаль, голова Овна. В древности начало года часто совпадало с его временем, как будто мир каждый раз просил у нас первого шага. Первая строка письма — «Начни мягко, но начни». Вторая — «Держи голову ровно, чтобы видеть путь». Третья — «Не соревнуйся со скоростью ветра. У ветра другая профессия». Третий — Таурус, письмо о силе и мере телец, старейшая небесная фигура, узнаваемая еще шумерами. Бык, что несет Европу, звезда Альдебаран, глаз, а в плечах 2 росчерка рассыпанных сестер, Плеяды и дождливые Геады. Это письмо учит силе без злости и опоре без упрямства. Кто видел зимой россыпь Плеяд, тот знает, как выглядят небесные крошки хлеба, по которым всегда найдешь дорогу домой. Капитвой. Гемини. Письмо о разговоре близнецы. Кастор и Полидевк. 2 имени, спаянные одной судьбой, 2 столпа диалога, без которого любое море сильней. Их письмо о том, что настоящее «мы» строится из 2 разных «я», и никакие вести не дойдут, если не научиться говорить и молчать по очереди. Ви. Cancer. Письмо о тишине. Рак — одна из самых скромных фигур, но в его панцире спрятан улей, рассеянное звездное гнездо, которое вспыхивает даже в бинокль. Письмо о том, что у любого дома есть неслышные комнаты, где растут новые смыслы. Си. Лео — письмо о достоинстве лев, память о немее и подвиге, но на небе это прежде всего форма, по которой дети учатся читать звезды. Крюк серпа и дуга спины
Регул? Маленький король? Письмо льва не про громкую силу, а про внутреннюю осанку. Идти прямо даже тогда, когда вокруг темно. 17. Вирга, письмо о хлебе и заботе Дева, чаще всего связывается с Диметрой или Астреей. В ее руках иногда колосья, иногда свет справедливости. Спика, колосс, звезда, что напоминает «не забывай о простом» — еда, вода, слово. Феме, Либра, письмо о весах сердца. Весы — единственное неживое из 12, пара чаш, на которых каждую ночь мы взвешиваем собственный день. Письмо о мере, без которой любая правда становится оружием. Вивя. Скорпиус — письмо о границах. Скорпион — жалящий, но красивейший крюк лета. Антарес — враг Марса, красный глаз сердца. Его миф танцует вокруг охотника Ориона, которого он возвращает к мерности. Письмо об умении сказать «стоп» даже самому себе. Икс. Сагитариус — письмо о дальности. Стрелец, кентавр с луком, повернутый к центру галактики. Его письмо про даль, но без разгона, искусство прицеливаться долго, стрелять редко. 11. Каприкорнус — письмо о переходе Козерог, зверь-переходник. Пол-рыба, пол-коза, ступенька между водой и камнем. Его время о зимней выдержке и архитектуре долгих дел. 12. Аквариус — письмо о воде времени. Водолей, наливающий. Древние видели в его восходе сезон дождей, а мифы — истории Ганимеда. Письмо о том, что вода — память, и ею нужно делиться. 13. Писес — письмо о нитях рыбы, две, связанные лентой, чтобы не потеряться в течении. Письмо о тонких связях, если тянуть резко, оборвется. Если держать бережно, дойдем. Сделайте глоток воды. Скажите мысленно «Спасибо». Вода запоминает простые вещи лучше книг. 3. Необъятные подписи на краю страниц. Люди часто спрашивают, кто все это придумал. Ответ длинный, как сама ночь. Вавилонские астрономы собрали небесный круг примерно 2600 лет назад. Греки и римляне дополнили, поэты записали, Птолемей каталогизировал. И вот у нас 12 писем, которые пережили империи и языки. Имена латинские, смыслы разновозрастные, но общий жест один — поднять голову и вспомнить, что над любой нашей суетой есть библиотека тишины. А теперь о неразгаданном в этих письмах. Первое. Почему именно эти формы делают нас спокойнее? Может, дело в том, что мозг любит узнавать рисунки, но разве только мозг? Второе. Почему мифы, столь древние, оказываются современнее наших новостей? Возможно, потому что каждая звездная буква не обещает, а напоминает. Третье. Почему мы снова и снова тянемся к этим названиям, как к именам друзей? Потому что имена якоря, названное, удержано. Кварро — тихая полка астрономии. Как читать письма глазами? Несколько рабочих деталей для тех, кто любит смотреть, а не просто знать. Зодиак — это пояс вдоль эклиптики, дороги Солнца. Потому эти созвездия — сезонные спутники нашего года. Весной Овен и Телец, летом Скорпион и Стрелец, осенью Рыбы и Овен на рассвете, зимой Лев, Девы нам почти не видать до весны. Созвездия не равны по размеру на небе, но календарь делит круг на 12 ровных секторов. В этом и разница карты и часов. Птолемей когда-то не именовал, а перечислял. Мифологи именовали и объясняли, почему герой вознесен. За подвиг, за урок, за боль, которую сумел прожить. В. Домашняя практика чтения неба. Устроим маленькую звездную мастерскую у камина без телескопов. Практика 3 окна. Окно первое. Воспоминания. Закройте глаза и увидьте 3 созвездия, которые помните. Крюк льва, ковш большой медведицы, лук стрельца. Откройте глаза и назовите их шепотом. Названное оживает. Окно второе.
Запах. У каждого созвездия будет свой земной якорь. Лев — теплая кора, рыбы — парчая, водолей — прохладная вода. Поднесите чашку, закрепите ниточку памяти. Окно третье. Слово. Вечером назовите одно из писем. Сегодня мое. Весы. Меряю. Телец держу. Водолей делюсь. Практика 7 тихих ступеней. 1. Вдох. Прохлада у крыльев носа. 2. Выдох. Длиннее вдоха. 3. 3 вещи глазами. Пламя, тень, край чашки. 4. 2 звука. Треск, дыхание дома. 5. Одно ощущение, тяжесть ступней. 6. Шепотом. Я здесь. 7. Едва заметная улыбка. Сти. Письма, которые люди пытались расшифровать слишком буквально. Существуют и другие зодиакальные письма, те, что писал человек, назвавший себя Зодиак, и шифровал свои угрозы астрологическими знаками. Примесь страшной славы, где истинные звезды стали чужой азбукой. В первых посланиях он рисовал круг с крестом и вставлял в алфавит символы из астрологии, а небо не спрашивал. И все же именно там мы видим урок обратный. Если использовать свет для тьмы, свет не виноват. Небо остается небом. Греческое «зодиакос киклос» по-прежнему означает «круг малых животных». Старую богатую экосистему образов, а не чью-то личную маску. Это важно помнить, чтобы возвращать словам их изначальную теплоту. 7. Неразгаданные строки, что в них нам есть письма, которых нам не хватило, как будто страницы вырваны. Почему именно эти 12? Почему не больше? Почему так метко легли мифы на сезонные работы? Посев, жатва, штиль, шторм. Древняя Вавилония делила небесный круг для нужд календаря. 12 секторов, 12 подписей. Так удобнее жить и помнить. Греки добавили истории, чтобы ребенок не просто знал когда, а понимал зачем. И до сих пор мы входим в эту библиотеку без билета. И всегда вовремя. Тосва. Годовая лестница. Сделаем мягкую лестницу года. На каждую пару месяцев один человеческий обряд. Овен-телец, начни и закрепи. Одна новая привычка и один вечер повторения. Близнецы, рак. Поговори и помолчи. Один длинный разговор и 7 минут тишины. Лев-дева, осанка и хлеб, одна смелая просьба и один суп для кого-то. Весы-скорпион, мера и граница, один аккуратный нет и одна справедливая похвала. Стрелец-козерог, даль и труд, одна маленькая цель и один шаг к долгому. Водолей-рыбы, делиться и держаться, 3 стакана воды и одна ниточка к другу. Девья. Ночной сад имен, звездные имена не случайны. Они — якоря. Позвать регул, как поджечь маленькую свечу. Назвать спику, как вспомнить хлеб. Произнести Альдебаран, как распрямить взгляд. Вечером хорошо произнести 3 небесных имени и 3 земных — человека, место, дела. Тогда верх и низ состыкуются, как 2 половины двери. Икс. Возвращение к камину. Дорогие мои, мы прочитали не учебник, а длинное письмо. От неба к столу, от древности к сегодняшнему чаю. Мы ничего не взяли лишнего, только несколько строк, которые можно носить в кармане. Круг животных, как живая память языка. Звездные мифы, как способ не потеряться среди новостей. Имена созвездий, как лестница из темноты к лампе на столе. Перед тем, как погасить лишний свет. Наш общий лист практика, как печать на письме ночи. Лист практика, квадрат зодиака, сторона вода, водолей рыбы, 3 медленных глотка, делюсь, сторона камень, телец козерог, почувствовать опору, держит, сторона ветер, близнецы стрелец, 3 вдоха у окна, даль, сторона огонь, лев-дева, 3 взгляда на пламя, тепло, и еще 3 слова, дом, тепло, свой путь. Если этот час сделал ночь мягче хотя бы на полтона и помог услышать библиотеку неба без шума, поддержите наш дом.
подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, поделитесь этой историей с тем, кому сейчас нужна тихая карта звезд. Так у нас всегда будет фонарик у двери, словарь из 12 писем и место, где можно читать небо шепотом и понимать его сердцем. Дорогие мои, огонь сегодня особенно терпелив, будто понимает. Нам нужно еще немного пути, не в громкие дали, а в теплую глубину этой ночи. Подтяните плед к плечам, положите ладонь на чашку, пусть тепло скажет «Мы здесь». Продолжим историю о неразгаданных письмах зодиака, не повторяя, а открывая новые тихие страницы, о забытых созвездиях на полях, о ночных упражнениях, что возвращают слух к небу, о том, как звездные имена становятся нашими домашними инструментами ясности. Сделаем мягкий вход, вдох и выдох на полудолю длиннее. Шепотом «Я здесь» и начнем. Ночная полка. Забытые закладки неба. У каждого большого письма есть поля, места для пометок. Так и у зодиака. Рядом с 12 главами всегда живут тихие соседи, крошечные созвездия и астеризмы, на которые редко смотрят, но которые держат ритм. Большой пес со своим Сириусом напоминает. Рядом с любой дорогой есть верный спутник, даже если он не в книге. Малый пес с проционом, как первая реплика перед долгим разговором. Ворон у льва. Аккуратная напоминалка о том, что правду лучше не кричать, а доносить ровно. Чаша и секстант возле гидры — инструменты, которые шепчут слово «мерить» тогда, когда рука тянется судить. Мы, люди, забываем эти полные паузы. Неба нет. Оно оставляет на полях наглядные скрепки. Маленькие треугольники, крючечки, росчерки, по которым можно вернуться в строчку, если мысль ускакала. Хорошо иметь свои небесные закладки и дома. Упражнение «Закладки на полях». Придумайте 3 свои домашние созвездия. Треугольник плита, стол и стул, малый пес, чашка и ложка, чаша, свеча и спичка. Перед работой и после касайтесь созвездий по очереди, как будто отмечаете «вошел», «вышел» из главы. 2 касания в день, и границы между делами станут мягче и яснее. Небо как метроном, темп года и темп сердца. Мы привыкли читать зодиак как круг месяцев, но это еще и музыкальный размер года. Весна — размер 2/4, начни и закрепи, Овен-Телец. Лето — 3/4, разговор, тишина, достоинство, близнецы, Рак-Лев. Осень — 4/4, хлеб, мера, граница, дальний прицел, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец. Зима — 2/2, труд и переход, вода и ниточки, Козерог, Водолей, Рыбы. Если жизнь фальшивит, часто помогает не новый план, а смена размера. Добавить паузы, и мелодия выравнивается. Упражнение «Метроном ночи». Сядьте, положите ладонь на сердце. Считайте 4 легких удара, как весы. 1 на вдох, 2 пауза, 3 выдох, 4 пауза. 3 круга, и внимание становится осязаемым, как пламя. Истории, которые живут между строк. Иногда небо отвечает не в лоб, а уточнением. Человек говорит: «Хочу как лев, силы и осанки», а небо ставит рядом деву. А хлеб кто испечет? Другой мечтает как стрелец. Далеко и точно, а приходит Козерог. Построй ступени. Рыбам, тянущимся в глубину, Водолей напоминает: поделись водой с теми, кто рядом. Это не отказ. Навигатор. В реальности любые двое идут вместе. Созвездие желания и созвездие опоры. Домашний крючок для такой связи. Связки слов. Упражнение «Парные слова». Подберите пару для своего запроса. Смелость, а мера, даль, ступени, глубина, делиться, сила, хлеб. Напишите пару на бумаге и положите под кружку. Пейте чай через эти слова, и решение становится округлым, не острым. Письма для тех, кто устал. Иногда ночь длинная не из-за красоты, а от усталости. В такие часы зодиак не аллегория, а аптечка.
Если много шума, весы. Взвесь один факт и один шаг. Если трудно отпустить, рыбы. Завяжи одну ниточку. Напиши одно. Прости, спасибо, вижу. Если горит работа, козерог. Разбей на ступени и обозначь первую на завтра, время и 15 минут. Если надо смелее, лев. Расправь плечи, произнеси имя своей цели вслух, но тихо. Если пусто, водолей, 3 стакана воды и одно поделюсь. Упражнение. Аптечка из 4. Сделайте карточки. Весы, рыбы, козерог, лев. В сложный момент вытяните одну, выполните микродозу. Это простой способ не тонуть, а плыть по линии. Ночная астрономия без приборов. Есть удовольствие, которым часто жертвуют, выйти к окну и знать, где кто. Даже в городе можно устроить 5-минутку неба. В конце зимы лев встает высоко, регул, как булавка, у сердца ночи. Весной плеяды клонятся, телец уходит, время менять шаг, сделать, нас закреплять. Летом скорпион низок, но его крюк и антарес — красная нота тепла. Осенью квадрат Пегаса, как открытая дверь в внутреннюю библиотеку, рядом рыбы. Упражнение «Окно 4 направлений». Выберите одно окно для каждого времени года или сторону света. В сезон посидите у сезонного окна 3 минуты, без задач. Привяжите к ним маленькие ритуалы. Вода, хлеб, взгляд, слово, невидимая часть письма, паузы. Самая недооцененная буква зодиака — пауза между созвездиями. Переход не сразу виден, он чувствуется, как в разговоре. После важной фразы стоит помолчать. Не потому, что нечего сказать, а потому что смысл еще идет к тебе, дорогой. Упражнение «Переход». После дела закройте ноутбук, книгу ладонью на 5 ударов сердца. Произнесите шепотом «спасибо» этому делу. Только потом встаньте. Смена знака пройдет без лязга. Маленькие истории от камина. Однажды ко мне на огонь пришел человек, программист, очень земной, сказал: «Не верю в зодиак, но верю в то, что в голове лишний шум. Мы сделали 3 вещи. Выпили воду, водолей, разрезали задачу на ступени, козерог. Он написал одну честную фразу, которую избегал, скорпион — граница, и добавили льва, расправили плечи, когда он произнес вслух первый шаг. Небо — это язык. И этот язык не про веру-неверие, а про то, чтобы уметь возвращаться к опорам. Другой раз приходила женщина, говорила: «Я как рыбы, все тянет вглубь, а жизнь ждет на поверхности». Мы привязали ниточку, одно ежедневное делюсь, 1 звонок, 1 чашка чая для соседки, 1 пост «Спасибо» без оценки. И выяснилось, глубина не отменяется, когда делишься, наоборот, перестает превращаться в одиночество. Новое упражнение на ночь — карта имен. Запишите 12 имен близких и знакомых по кругу, как часы. На этой неделе позвоните 3 тем, кто стоит на внесезонных позициях между кварталами. Они часто выпадают из внимания. Положите карту под лампу. Пусть свет помнит. Звездная сушка. Выберите 3 мокрых мысли, тяжелых, липких. Для каждой найдите созвездие опору. Весы, козерог, рыбы, лев, водолей. Сделайте по одной микродозе действия. Утром мысли будут легче, как белье после ветра. Тихая хронология. Перед сном назовите день в стиле звездной книги. День маленькой меры. День воды и хлеба. День одного нет. Дайте этому названию место в записке. Так строится летопись без шума. Новый вход и новый выход. Вход — 4 касания. Вода — 3 глотка. Камень — опора спины. Ветер — 3 вдоха у окна. Огонь — взгляд на пламя. И слово «начну мягко». Выход — 3 печати — достаточно. Спасибо, я здесь. И еще одно маленькое домашнее созвездие. Назовите свою лампу регул, свою книжную полку спика, свое окно водолей. Пусть имена работают как пароли. Когда темно, пароль открывает комнату. Дорогие мои, огонь тихо унимается, как будто говорит: печать пора ставить.
Заберем с собой новые вещи. Закладки на полях, метроном ночи, парные слова, аптечку из 4, окна сезонов, переход без лязга, карту имен, звездную сушку, тихую хронологию и наши входы, выходы. Этого достаточно, чтобы завтра стало на Полтона спокойнее, а небо ближе не к глазам, а к сердцу. Перед тем, как отпускать ночь, наш общий лист практика. Подтяните плед к плечам. Посмотрите на пламя, 3 вдоха, выдох длиннее. Назовите шепотом свое, созвездие на завтра, и пару к нему. Смелость — мера, даль — ступени, глубина — делиться. Положите ладонь на сердце, 5 ударов — я здесь. Прошепчите. Дом, тепло, свой путь. Если этот кусочек пути сделал ночь мягче хотя бы на Полтона и дал новые рабочие ключи, поддержите наш дом у камина простым и важным жестом. Подпишитесь на канал «У камина с Северином», нажмите колокольчик и поделитесь этим огнем с тем, кому сейчас нужна тихая карта неба. Так у нас всегда будет фонарик у двери, библиотека звезд на полке и место, где письма зодиака читают не глазами, а сердцем. Спокойной ночи. Пусть ничто не исчезает, кроме усталости. Дом. Тепло. Свой путь.